Дорогие друзья и подписчики моего канала, сегодня мы с вами приготовим бисквитный рулет. Живите вкусно и с верой у вас все получится. Давайте приготовим тесто для бисквита. В емкость мы выливаем 4 яйца и добавляем щепотку соли. Яйца я буду взбивать в планетарном миксере до пены. И потом буду добавлять постепенно сахар. Взбиваем тесто до увеличения объема в 2,5 раза. А тем временем я включу духовку на 180 градусов для прогрева вверх-вниз без конвекции. Друзья, вот до такого состояния, видите, рисуночек и держится на венчике все. Тесто нужно сбить. Теперь я добавлю сюда ванилин и цедру апельсина. И промешаю буквально несколько секунд, чтобы смешалось. Добавляю пакетик ванильного сахара и цедру апельсина. И все перемешаю. Вот такое тесто. Все перемешалось. Если венчиком вот так провести, остается рисунок. Теперь будем вмешивать муку. Я ее просею частями. И аккуратненько буду перемешивать сверху вниз, вот так, чтобы не нарушить тесто. Высыпаем оставшуюся муку. Полный рецепт ингредиентов будет в описании видео. Когда просеиваем муку, она насыщается кислородом. Ну и если мука взбивается, не будет никаких лишних комочков и примесей. Тесто я хорошо перемешала. Теперь возьму противень. Я его застелила пергаментом. Все выкладываем на противень. Выкладываем все без остатка. И все разравниваем тоненьким слоем. В духовке будем выпекать где-то 10 минут. 10-15, ну до готовности. Смотря у кого какая духовка, как печет. Это очень быстрый, легкий рецепт. Если вы будете взбивать не стационарным планетарным миксером, а обычным, то вам взбивать тесто придется минут на 5-7 дольше. Теперь тесто мы ставим в духовку на среднее положение. Друзья, пока бисквит печется, приготовим крем. Для этого я беру стакан молока, выливаю. Добавляю сюда же, вот у меня есть вот такой крем, это крем Шанти. Это не реклама, он очень удобный и продается везде, в любой стране и во всех продовольственных магазинах. Нужно 2 пакетика. Здесь по 0,75 грамм. Общая масса 150 грамм. Высыпаю сюда же. Один пакетик и второй. Такой густой сметаны. Где-то 20% сметаны должно быть. Друзья, когда крем стал более густой, чтобы удобнее взбивать, видите, вот такой. Я снимаю крышечку и продолжаю дальше взбивать. Друзья, видите, вот на венчиках вот такой крем я взбила. Теперь я добавляю сюда сливочный сыр. В Турции это сыр лабне. Если в других городах это может быть сыр Хохланд или просто сливочный, любую марку. Сюда все выкладываю. И перемешаю, чтобы все просто соединилось. Алиса, спасибо, что предупредила. Это она меня предупреждает, чтобы я проверила тесто на готовность. Я возьму зубочистку и проверю, готово ли тесто. Бисквиту нужно пропечься еще пару минут, а мы закончим с кремом. Вот так, сливки объединились. Посмотрите, какой крем. Такой он густой. Теперь я его уберу в холодильник и буду ждать, пока достану бисквит и он остынет. Теперь мы достанем бисквит. Он уже приготовился. Смотрите, друзья, вот до такого состояния легкой золотистости нужно его печь. Я сейчас переверну весь бисквит на другой пергамент и сниму нижний слой. Вот так я его перевернула на другой лист пергамента и сейчас сниму нижний слой, на котором он пекся. Если у вас пергамент снимается тяжело,
то сверху протрите его влажной тряпкой, и он будет отходить легче. Вот так все мы сняли. Теперь я возьму рулет и немножечко его сверну. Вот так. Придам форму рулета. Пусть тесто так немножечко и остынет. И заверну в полотенце. Вот так я его заверну. И пусть он немножечко остынет. Вот бисквит уже остыл. Сейчас мы его намажем вареньем. У меня джем такой, и не джем, и не варенье, с апельсином. Густота такая средняя. Вы можете использовать любое варенье или любой джем на свое усмотрение. Вот так мы разворачиваем все. Можно кош пропитать молоком с сахаром или водичку сладкую. Но я не буду пропитывать, потому что джем. И разровняю по всему коржу. Джем я готовила сама. Очень вкусный. Без апельсина. Я достала крем с холодильника. Вот такой он, видите, плотный. Небольшую часть я положила в кондитерский мешок. И сейчас положу его в холодильник. Это будет крем для украшения. Остальной крем я сейчас нанесу на бисквит. Но немного еще оставлю, чтобы его намазать сверху. Вот немножко я оставила. Также уберу в холодильник. Теперь все лопаточкой разровняем. Это очень такой крем бюджетный. Поэтому бисквит получится недорогой. Рулетик будет очень вкусный и удобно разравнивать. Можно шпателем, можно лопаткой. Крем разровняли. И перед тем, как я его сверну рулетом, я хочу обрезать края, сделать их более ровные. И начнем заворачивать рулет. Слегка прижимаем. Не нужно сильно. Слегка. Убираем лишнюю бумажку сюда. И также его опять заворачиваем. Теперь я сверху немного намажу кремом рулет. Рулет я промазала. Можно вот таким зубьями сделать рисунок. Можно вилочкой сделать. Можно сверху вниз вот так провести. Неважно. И теперь украсим наш рулет. И сделаю вот такие завитушки. Так как рулет у меня апельсиновый, я украшу его небольшими дольками апельсина. Затем рулет я поставлю в холодильник на 2 часа для пропитки. Друзья, вот такой мы рулет приготовили сегодня. Сейчас я его разрежу и посмотрим, какой он внутри. В холодильнике он простоял 2 часа. Посмотрим, какой он есть с другой стороны. Он очень нежный. Сейчас мы отломим кусочек. Вот посмотрите, какой он мягкий. Друзья, вот такой мы сегодня апельсиновый рулет с вами приготовили. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Этим вы помогаете продвижению моему каналу. А на сегодня всем пока-пока и до следующей встречи в следующем видео.